Системное мышление. На первый взгляд, кажется, что интерпретировать эти два слова и расшифровать значение получившегося термина несложно. И тем не менее, крайне мало людей понимают, что за ними кроется. Как правило, большинство считают, что речь идет о личной организованности или о чем-то из области духовного саморазвития. Этим за маленький срок, но при этом за очень большие деньги хотят поделиться всевозможные коучи. Увы, но основной месседж их обучения часто сводится к банальному «поверь в себя». Нам в школе системного менеджмента от этого не по себе, и мы решили поделиться с вами тайным знанием. В этом ролике расскажем, что же на самом деле значит мыслить системно и как правильно это делать. Вы на канале ШСМ, а значит следующие несколько минут пройдут с пользой. Все есть система. Звучит как будто слишком по-философски, но если задуматься, то ведь буквально все в мире — это часть чего-то большего, или, напротив, меньшего по отношению к окружению. Например, человек состоит из тела, рук, ног, головы, а на самом нижнем уровне из молекул и атомов. При этом он сам является живым элементом природы планеты Земля. Земля, в свою очередь, это часть Солнечной системы. Она входит в состав галактики Млечный Путь и, конечно же, Вселенной. Точно так же это работает абсолютно с чем угодно, от устройства автомобиля с мотором, кабиной и колесами до структуры любой организации. Но возникает вопрос. И чё? Проблема в том, что мы привыкли не обращать внимания на отдельные системы вокруг нас. Вместо этого просто воспринимаем все вокруг в совокупности. Такой подход приводит, например, к тому, что неурядицы в семейной жизни отражаются на качестве профессиональной деятельности. Более того, это может влиять даже на вещи вроде поведения за рулем. Точно так же вроде бы успешные руководители, действуя по принципу «все ради компании», нередко жертвуют не только собственным здоровьем, но и нервами подчиненных, заставляя тех заниматься рабочими делами в нерабочие часы. В итоге неумение проводить границы между системами и замечать их взаимосвязи приводит к плачевным результатам. И вот здесь на помощь приходит системное мышление. Так что же это такое? Системное мышление — это определенное поведение нашего интеллекта, образ мысли, при котором человек научается видеть мир состоящим из взаимодействующих и вложенных друг в друга физических систем, причем на разных системных уровнях. Иными словами, системный мыслитель буквально все в мире рассматривает как системы, находящиеся на определенном уровне, и в то же самое время понимает, что они являются частью системы более высокого уровня и имеют подсистемы более низкого. Звучит сложно, но пояснительная бригада уже здесь. Это значит, что любой объект и любая деятельность начинает рассматриваться как совокупность составляющих элементов. Так, если бы мы захотели рассмотреть человека, стало бы очевидно, что он функционирует на уровне генов, частей тела, мозга, а действует в соответствии с характером, психическим и физическим состоянием. Точно так же, все, что только угодно, может восприниматься одновременно на разных уровнях, а это позволяет отдельно разбираться с каждым из них. Дополнительно, такое можно представить в виде матрешек, каждая из которых находится внутри другой и в то же самое время содержит одну в себе. Более того, однажды столкнувшись с матрешкой, в следующий раз вы уже будете хотя бы примерно представлять, что она из себя представляет и как работает. Это, похоже, таиландская хреновина. Может быть, кукла-трансвестит? Ах ты шьешь! Охренеть, там еще кукла! Привет, смотри, там кукла внутри! Если это не матрешка, принцип тот же. Вроде разобрались, однако неизбежно возникает следующий вопрос. Зачем нужно все это делать? Почему нельзя выучиться, например, на программиста, который справляется и без системного мышления и всю жизнь занимается только одним делом, особенно если оно приносит удовольствие? Правильный вопрос. А потому обязательно подпишись на наш канал, чтобы не пропустить следующий материал, где мы подробно расскажем, как системное мышление может помочь вам в любых жизненных ситуациях.